После первой беременности Луиза Джорни весила 95 килограмм. Попытки похудеть не принесли результатов, и ей казалось, что толстой она останется навсегда. Затем вторая беременность, и вес вырос до 120 килограмм. Это привело к осложнениям, и Луиза попала в группу высокого риска. Из-за сильного токсикоза она была под постоянным наблюдением медиков. В 2019-м она родила второго ребенка, и это стало переломным моментом в ее жизни. К этому времени Луиза ненавидела себя, находилась в тревоге, беспокойстве и депрессии. В какой-то момент она сказала сама себе: «Мне непременно нужно похудеть, и я добьюсь этого». Затем она встретила подругу, которую едва узнала, так как та похудела и радикально изменилась. Это еще больше замотивировало Луизу. Она сказала: «Если у нее получилось, почему я не могу этого сделать? Я тоже могу это сделать». Луиза купила абонемент в фитнес-зал и скачала приложение на смартфон, чтобы высчитывать калории. Она выставила цель для питания не превышать 1800 килокалорий в день. Женщина отвозила сына в школу и затем шла тренироваться в фитнес-зал. И делала она это ежедневно. Тренировка начиналась с кардио. Луиза становилась на беговую дорожку с наклоном и шла по ней 30 минут. Первый день ей запомнился на всю жизнь. После 5 минут ходьбы у нее раскалывалась голова, все тело было покрыто потом, ее тошнило, и было чувство, что она сейчас упадет. Но в то же самое время она была рада, что сделала это. На следующий день она чувствовала себя лучше и, соответственно, с каждым днем лучше и лучше. Также Луиза начала есть более здоровую пищу. Она смотрела в Ютубе видео с людьми, которые сбросили вес, и училась у них. По мере того, как она узнавала больше нового, ее диета изменялась и вырабатывался индивидуальный рацион питания. За первую неделю вес женщины уменьшился на 5 килограмм, улучшилось настроение и, самое главное, психическое здоровье. Однако эту радость и мотивацию можно легко потерять, и вот тому пример. Одним утром Луиза сидела и плакала из-за своего тела и того, как выглядит. Перед этим она просматривала фото инстамоделей и, естественно, очень расстроилась и опустила руки. Выбраться из этого отчаяния помогла ее подруга Эшли. Она порекомендовала посмотреть на то, какой Луиза была год назад, и сравнивать себя до и после, а не равняться на инстамоделей, которые никогда в жизни не страдали ожирением и никогда не имели детей. Не говоря уже о том, что люди публикуют только одну из 100 фотографий и загружают отредактированную версию. Позже Луиза написала следующее: «Сравнение – это вор радости. Мы все люди, и никто из нас не идеален. Единственный человек, с которым я когда-либо снова буду себя сравнивать, это я сама». Когда ввели карантин, все фитнес-залы были закрыты. Это стало вызовом для многих, но не для Луизы. Она пошла работать в парк, купила фитнес-браслет и следила, чтобы проходить в день как можно больше шагов. Часть упражнений она делала прямо на улице в своем дворе. Когда карантин закончился, она снова пошла в фитнес-зал, но занималась уже с тренером и начала включать силовые тренировки и поднимать тяжести. Причина для этого была очевидной. Ведь, избавляясь от лишнего веса, ты получаешь не только плюсы, но, например, дряблую кожу и много растяжек. Однако это ее не остановило, но дало еще больше мотивации заниматься и добиваться поставленных целей. На вопрос, что делать, когда вес остановился и больше не опускается, Луиза ответила: «У меня на этот случай есть 10 правил. Первое. Пейте больше воды. Второе. Убедитесь, что ежедневно вы проходите достаточно шагов. Третье. 20-минутная тренировка высокой интенсивности 4 раза в неделю. Четвертое. Поднимайте тяжести. Пятое. Больше белка. Шестое. Не пропускайте завтрак. Седьмое. Хорошо высыпайтесь. Ложитесь спать пораньше и спите хотя бы 8 часов. Восьмое. Больше фруктов и овощей. Девятое. Будьте более строгими на тренировках. Десятое. Найдите время, чтобы расслабиться и снять стресс. Немного юмора вам точно не помешает.
За 9 месяцев Луиза похудела на 45 килограмм, исчез большой живот, и все люди начали замечать в ней перемены. Одна из ее целей сбылась. Она смогла одеть шорты и от радости даже опубликовала фото в Инстаграм. Предвидя критику, Луиза написала: «Я знаю, что мое тело не идеально, у меня есть растяжки, дряблая кожа и еще есть жир, но знаете что? Это мое тело, и я его обожаю. Знаете ли вы, какое удивительное мое тело? Я родила и выкормила грудью 2 детей, выдержала более 120 килограмм и потеряла более 45 килограмм за 9 месяцев. Я никогда не стану идеальной, но кто вообще хочет быть идеальным?» В конечном итоге Луиза сбросила 55 килограмм. Ее кожа в основном подтянулась, растяжки исчезли, и все ее цели были достигнуты. Она даже участвовала в соревнованиях на про-сцене и заняла призовое место. Луиза признается, что не любитель такого сухого телосложения и пошла на это исключительно ради соревнований, но потом опять возвратилась к прежней форме, чтобы выглядеть естественней. Так она больше нравится своему мужу. На вопрос, что ее мотивирует идти в фитнес-зал, когда не хочется, Луиза ответила: «Кем и чем мы себя окружаем, такими мы и становимся. Среди хороших людей легко быть хорошим, среди плохих людей легко быть плохим». На данное время Луиза считает себя самой счастливой и здоровой женщиной, такой, которой она и должна быть. На своих соцстраницах она регулярно выкладывает новые фото и видео и мотивирует многих людей избавляться от лишнего веса и привести свое тело в порядок. А что вы думаете о Луизе? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, поделитесь ссылкой с друзьями и спасибо за лайк. Больше видео на подобную тему вы найдете в плейлистах и в первом комментарии под этим видео.